Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые произошли, что у нас ожидается и как это повлияет на российский фондовый рынок, на рубль, доллар, евро и что нам ждать сегодня на открытие и в течение дня. Итак, по американскому рынку на S&P у нас, можно сказать, появилась первая весточка о том, что грядет разворотная формация уже на недельном таймфрейме. Сегодня Америка не торгуется. Там день труда, то, что у нас 1 мая, у англосаксов осенью. Поэтому сегодня активность на американских площадках либо снижена, либо нулевая. Но тем не менее фьючерсы все равно продолжают торговаться и SFD контракты. И что мы видим? На прошлой неделе попытка снижения, она была все-таки выкуплена. Мы критичный уровень, после которого начинается энергичное движение на 3300 и потом снижение по S&P не пробили. Но на этой неделе тоже не айс, видите. То есть все-таки пока на текущий момент попытка она вниз. И действительно, если смотреть, что на этот счет пишут западные аналитики, что движение вниз может продолжиться, по крайней мере сегодня, может быть и завтра, во вторник, из-за так называемого правила 3 дней. Когда если начинается сильная корректировка или откат, то происходит движение вниз на протяжении как минимум 3 дней. Сегодня активность минимальная из-за праздников США. Посмотрим, как сегодня отторгуется. Но в любом случае, даже если сейчас пойдет снижение и сегодня, и завтра, вполне возможно, что в среду будет отскок. Так, ну а по NASDAQ здесь более такая болезненная недельная свеча, которая указывает на то, что все как бы картины Репина приплыли. Так, ну и по ВИКСу на следующей неделе произошел тот самый прорыв. Однако мы хорошо, что выше 35 не ушли. Это означает, что пока все в пределах разумного держится. Но здесь надо четко отдавать себе отчет, что по ВИКСу эти значения, которые были на недельных графиках, на дневных таймфреймах, они указывают на то, что по сути здесь особых фундаментальных причин, кроме как печатания денег, скорость работы станка, их нету. И мы, собственно говоря, это и получили. Здесь у нас начался разворот, и сейчас, судя по всему, будет рост ВИКСа. Он уже пошел. Если не случится никакого армагеддца и внезапного краша, то здесь, скорее всего, будет корректирующий откат, в район 27-28. Но надо понимать, что здесь идет тенденция на рост ВИКСа. Это давление на рынке, это проседание всего и вся, всех активов. То есть здесь у нас никакого возврата на докризисные уровни, до мартовские, так и не произошло. И, судя по всему, в ближайшее время это и не предвидится. То есть надо быть начеку, рынки в любой момент могут сложиться. Так, ну и касательно китайско-американского противостояния, здесь отодвинули Huawei и на развитие технологии 5G получила, в общем-то, разрешение, и в ближайшее время будет вложение у компании Samsung. Samsung это корейская компания, южнокорейская компания. Южная Корея это стратегический партнер и союзник США. И что называется теперь 5G технологии, они будут со стороны сил света проводиться и реализовываться в Соединенных Штатах. А эта новость, она в ближайшее время может очень позитивно отразиться на котировках Samsung. Итак, друзья, хотел бы обратить внимание на два момента. С одной стороны, печатный станок в Америке продолжает работать. Да, пока не решен вопрос относительно предоставления так называемой ковидной помощи населению. То, что в конце июля истекло. Но, с другой стороны, предоставляются другие различные формы финансирования в виде выкупа облигаций, в виде кредитования и так далее. И, собственно говоря, то, что монетарная политика, кредитная политика осуществляется таким образом, это и удерживает американский рынок на таких хаях. Здесь в любом случае текущее восстановление экономики, с моей точки зрения, оно не коррелирует с этим ростом. Либо окажется, что экономика внезапно ускорилась и пошла в гору, как американская, так и мировая. Либо эта напечатанная денежная масса, она уже не в виде такой свечи сгорит, а она уже сгорит в виде свечи движения сначала на 3000 и потом движение в район 2500-2550.
для того, чтобы это произошло, нужно какое-то событие-инициатор. Пока, с моей точки зрения, такого события не произошло, но надо помнить, оно может произойти внезапно и в любой момент. Такие вещи начинаются внезапно. Сейчас вот эта вот картина, если смотреть по S&P, она указывает на то, что мы в метастабильном состоянии находимся и в любой момент может прорвать. То есть уже сейчас как бы какой-то пробой, какой-то задерг вниз на объеме, если он там закрепится, вполне может оказаться началом обвала или очень сильного корректирующего движения. Да, пока то, что произошло, во всяком случае, на основных рынках, но имеется в виду широкий индекс S&P, здесь это может все вполне перейти в проторговку, никакого обвала сейчас не произойдет. Но вот надо помнить, что 3300 здесь послужит ключевым рубежом, после которого может очень энергично начаться движение вниз. Так, давайте посмотрим календарь. Но сегодня в США, Канаде, во всем англосаксонском мире прогрессивном выходной день, день труда. Поэтому сегодня активность она будет снижена на рынках. Скорее всего, все будет болтаться туда-сюда в проторговке. Сегодня вышли данные по экспорту и импорту Китая. Они достаточно позитивные, потому что экспорт растет, а импорт падает. Это всегда для экономики плюс. В большинстве случаев, если речь идет об экспорте продукции с высокой прибавочной стоимостью и, соответственно, об импорте различных товаров и услуг. То есть основная цель любого государства – это забирать у других сырье и продавать другим странам продукты с высокой прибавочной стоимостью. Чем больше эта высокая прибавочная стоимость и более она высокотехнологична, тем, соответственно, эта страна находится в ажуре. То есть она получает больше всего преимуществ. И она всем диктует условия, чем больший сегмент на мировом рынке она занимает. Сразу хочу сказать, что по Китаю это не совсем так. С Китаем есть нюанс, почему Китай здесь не полностью подходит под это определение. На этот счет я буду, наверное, отдельно выпуск делать и доводить до вашего сведения, почему я таким образом считаю и как я это обосновываю. Так, ну и сегодня особо никаких серьезных событий не предстоит. Выходит индексы инвестинга, но это так, не очень существенно. Единственное, в 9 часов объем промпроизводства Германии месяц к месяцу. Ну и Англия, индекс цен на жилье от Halifax. Но это все не такие определяющие факторы. Так, ну на той неделе вышли в пятницу СОТ SFTC. Что примечательно по этим данным? По золоту, скорее всего, тренд на снижение будет сломлен. И мы увидим отскок. Куда этот отскок приведет, мы будем отдельно рассматривать. По природному газу произошел рост лонгов, то есть американские спекулянты делают ставку на то, что природный газ продолжит рост. Обращаю внимание, что эти данные СОТ публикуются по состоянию на вечер вторник, но тем не менее все равно есть определенная достаточно сильная положительная корреляция по изменению этой характеристики и движению цен на актив на следующей неделе в начале-середине. Итак, по золоту, серебру ожидают роста. Ну, предполагается, что будет рост, исходя из статистической закономерности. По NASDAQ снижение. По евро лонги упали, но здесь по евро я ожидаю, скорее всего, будет боковик. И как это ни парадоксально, американские спекулянты вполне как бы верят в рубль. Немножко на уровне небольшого отклонения от нуля, но тем не менее позиции в лонговых фьючерсах немножко подросли. Ну и по нефти здесь либо боковик, либо небольшое снижение. Было 500 тысяч, стало 490. Ну там маленькое изменение, но в целом как бы особо ставку сейчас пока не делают на то, что взрывной рост нефти пойдет на новой неделе. Так, давайте посмотрим, что тут по ММВБшным фьючерсам ожидается. Ну смотрите, на пятницу вечер юридические лица сделали ставку на то, что рубль будет к доллару укрепляться понедельник, то есть не ждут продолжения снижения. Но действительно, мы там подошли к важному уровню 76. И в рамках консолидации того, что пока никакого трешака нету, вполне логично немножко еще укрепиться. Так, далее евро-рубль. Евро-рубль. Здесь делают обратную ставку на то, что все-таки евро к рублю оно будет немного расти. Сейчас мы детально на графике посмотрим. Евро-доллар. Но здесь ставки делают на то, что евро будет к доллару продолжать проседать.
Далее РТС. РТС, здесь ставка на рост фьючерса на индекс РТС. Золото. Ну, по золоту делают ставку на то, что золото будет падать. Я вот в таком движении не очень уверен. Мне кажется, сейчас будет либо отскок, либо боковик. Но мы сейчас по графику посмотрим. А по серебру уверенная ставка на отскок и рост цен на серебро. Видите, вон лонги как наколбасили. Так, и нефть. Нефть. По нефти делают ставку на то, что нефть будет продолжать снижаться. Так, по нефти мы сейчас посмотрим, что там и как. Так, ну давайте немножко ужаса. Над рублем повешен дамклавов меч. Ну действительно, вот эта ситуация, которая происходит и с Навальным, и по Белоруссии, она может выстрелить в любой момент. Тут, в общем-то, звезды сошлись в одном месте, потому как если будет явное вмешательство России в Белоруссии, то здесь сразу все истории, которые были предыдущие, они, скорее всего, всплывут. Вот уже, я так думаю, у консолидированного Запада просто накопилась критическая масса. И то, что касается Навального, ну, была масса случаев, когда Россию обвиняли в таких действиях. Я не берусь судить, так это или нет. Вот, но вот все это вместе может оказаться очень серьезным ударом, и здесь уже введут нешуточные санкции. Опять же, не стоит слушать разглагольствование об отключении свифта. Я думаю, свифт, если будут отключать, это в самый последний момент перед открытым противостоянием военным будет. Но ввести какое-то эмбарго на продажу России углеводородного сырья или, допустим, меди или стали, вполне такой ход может произойти. Вот. Ну и с учетом того, что упали цены, упали объемы, это может нанести очень серьезный урон текущей сырьевой экономике. Так, друзья, ну давайте вот индекс доллара взглянем. Недельный таймфрейм. По недельке у нас здесь произошел четкий, уверенный и осмысленный разворот. И цель этого разворота, первое движение 94,5 и потом 96,3. Насколько это произошло так или не так, мы с вами в онлайн режиме будем наблюдать. Пока на новой неделе, то есть на недельке разворотная формация. И сейчас здесь маленькие свечки на рост. Так, евро-доллар. Но неделька здесь все, разворот 1-2 потрогали. Полагается сходить хотя бы на 1.1630, а возможно вообще обвалиться. Пока не было пробития и закрепления ниже уровня, который с моей точки зрения здесь важный, 1,1790. Его несколько раз кололи, но не добили. На недельках четкая разворотная формация. На дневках кривехонькая голова и плечи. Но должен обратить внимание, на дневках здесь пока растущий канал. И пока здесь вот это все движение, оно на дневках не привело к развороту. То есть это все вполне может привести к тому, что здесь продолжится рост и уверенное пробитие 1,2. Вот обращаю внимание, здесь заколдованный уровень 1,1790. Если его пробиваем и закрепляемся, не как вот здесь покололи, а по-нормальному, по-человечески, то отсюда все пойдет, скорее всего, проседание. И первая цель будет вот этот диапазончик. И вот тогда уже реальный трешак рисков пойдет. Так, если короткую идею по евро-доллару рассматривать, я думаю, вот если сейчас не будет пробития 1,1820, то мы отсюда развернемся, и у нас как минимум ближайшая цель движения будет 1,1866. Если 1,1820 пробьем, то следующая точка остановки 1,1790, 1,1779, вот этот зачарованный диапазон. Вот. Но пока здесь больше факторов указывает на то, что какой-то корректирующий отскок должен все-таки случиться. Если он таки произойдет, первая цель движения сюда, вторая цель движения вот сюда на 1,1910. Так, нефть пролили на прошлой неделе, дневной таймфрейм, бренд. Но здесь смотрите, сейчас идет попытка закрепиться под сильным уровнем 42,5. И если в ближайшее время 41, 40,5 вот этот диапазон не будет пробит, то скорее всего мы вот в этой проторговочке какое-то время походим и попытаемся из нее скорректироваться, отскочить на 45, 46, 45 и 8, вот сюда, в этот диапазон. Но здесь надо понимать, здесь есть ряд моментов, один из которых сезон ураганов в Америке. Все-таки сезон ураганов, он обычно разыгрывается к октябрю месяца. И, соответственно, к октябрю вполне к выборам президента могут начаться уже более серьезные ураганы, и эта нефть поддержит. Но сейчас, если будет пробой
вот этого диапазона можем сыпануться, и далее уже цель движения будет 39,7. Так, ну на недельке по нефти здесь четкая обвальная свеча, и как минимум вот на недельном таймфрейме здесь цель движения первая находится 36,5, потом возможно ниже. Посмотрим на более коротких таймфреймах сегодня, в течение дня и завтра, насколько вот эта свеча она себя оправдает. Так, ну и часовик по нефти. Здесь смотрите, произошел разворот вот здесь вот. У этого разворота цель движения вот эта желтенькая линия 42,9-43. Сегодня эта цель возможно будет взята. Это произойдет в том случае, если сейчас не будет движения вниз и пробития 41,5-41,45. Вот если мы удерживаем вот этот диапазон, то сегодня-завтра у нас развивается движение на вот эту желтенькую линию. Соответственно, пробитие 41,5-41,4 приводит к тому, что следующая точка остановки будет в районе 39,7. Так, ну вот еще немножко новостей. ЦБ заявили о пользе санкций и оттока капитала для России. Но мне кажется, подобные статьи, их надо немножко по-другому название делать. О результатах отрицательной селекции в ряде структур. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм. Но здесь, в общем-то, все указывает на то, что весьма вероятно, что отсюда у нас разовьется укрепление рубля 74,9, 74,5 цель. Соответственно, эта идея не срабатывает, если у нас будет пробитие крышечки на 76, 76,1. Так, на позиции юриков указывает на то, что юрики ожидают, что сегодня в первой половине дня, скорее всего, будет движение по споту на 74,9. Вот сюда вот и в случае пробития развивается укрепление, цель которого 74,5. В том случае, если на открытии пойдет пробитие вот этого верхнего диапазона 75,5, 75,6, то скорее всего отсюда мы увидим задерг. Целью будет тестирование на пробой 76 и дальнейший рост. Так, евро-рубль. Но смотрите, евро к доллару все-таки пока не начало расти, пока евро показывает слабость к доллару. Соответственно, несмотря на то, что юридические лица делают ставку на то, что евро будет укрепляться, я думаю, все-таки здесь более рационально было бы отсюда сходить куда-то на вот этот дневной таймфрейм на 88,6. Так, если рассматривать часовик, то у нас здесь вот эта разворотная формация, и поэтому сейчас на открытии, если будет пробитие 89,34, то следующая точка движения это 89,7 и потом тестирование 8,90 на пробой. Вот если 90 будет взято и начнут расти объемы, в этой ситуации, скорее всего, мы увидим движение очень энергичное и быстрое на 92. Но сейчас в текущих обстоятельствах при снижающемся евро-долларе пока не произошел разворот и отскок. И если он не произойдет, то здесь шансы для роста евро-рубль наверх в ближайшее время они не очень большие. Если сейчас на открытии у нас пойдет движение, и мы получаем пробой вот этого диапазона 88, 98, 88,8, то в этой ситуации отсюда развивается движение, цель которого будет 88,1 или же 87, 85. Вот эти два значения, они скорее всего сработают, если будет пробит вот этот буферный диапазон. Так, друзья, ну РТС фьючерс. Смотрите, здесь какая ситуация. Вот юрики делают ставку на отскок, на рост РТС. Ну, вполне как бы на открытии задерг вот сюда, в этот диапазон 124 250, 123 600, он может произойти. Вот. Но если нефть не растет, то и для РТС нет особых оснований для роста. Вот. А в том случае, если пойдет движение вниз и пробитие 121 500, то мы здесь сразу увидим молниеносное движение на 120 тысяч. И в случае пробития вот этого диапазона отсюда уже может развиться движение на 109. Так, ну и что касается более короткого часового таймфрейма. Если у нас с утра пойдет движение вверх и пробой вот этой буферной зоны 123 750, 123 400, то в этой ситуации мы увидим движение, цель которого будет 124 900. Как минимум. Вот. Если же мы идем вниз и пробиваем 122 200, то здесь, скорее всего, у нас разовьется движение на 120 400. Но, обращаю внимание, юрики делают ставку на рост РТС. Все, друзья, спасибо за внимание.